20 мая 2023 года, утро, около 9 утра. Опять этот ветер. Как там стихотворение есть. Сегодня ветрено и волны с перехлестом. Вот, пожалуйста. С перехлестом. Вон они белые. Облака, как обычно, великолепны. Но волны с перехлестом. Это, конечно, не радует. Проснулся я сегодня рано, в 5 утра. Естественная надобность выгнала меня из палатки. Малая нужда. Компота опился вчера вечером. Думал, надо допивать компот. Вот заряжаю. В 5 утра поставил. Павербанк на 26% зарядился. Телефон тоже там немного, процентов на 15. Потому что солнце такое, косые лучи. Ну вот, что от вчерашнего костра осталось. Все это стекло сплавилось. Вчера его палкой там ковырял. Оно прям такое вязкое, текучее, как бы. Ну, сгибал его раскаленное стекло. Все в это самое, в одну массу. Сейчас опять яйца, наверное, сварю. Хотя хочется, конечно, какого-то разнообразия. Может, картошку пожарю с яйцом. Вот, наверное, займусь этим. Спальник, конечно же, вывесил сушить. Вынес радио, трубу. В общем, так готовлюсь хорошо проводить время. Ветер, ветер, ты могуч. Вот, лодка там лежит. Ну, конечно, я вчера немного спустил. Видно, что она такая не сильно надутая. Палатка хорошо ветер выдержит. Надо закрыть ее, чтобы ее не колбасило. Но красиво, солнечно. Хоть, может, подзарядиться немного, а то с электричеством что-то, вот как обычно, к концу похода павербанк начинает глючить. И плохо он заряжается. Может, от холода. Сейчас на улице холодно. 11, наверное, градусов, может, меньше. На солнце он термометр 12 пока. Руки мерзнут. Но еще и ветер сильный. Такая, как бы, обстановочка. Ну ничего, для меня это даже хорошо. Нет комаров. Достаточно, если я тепло одет, то и какая разница. Ну, руки мерзнут, перчатки надену. Ну и что? Такая погода, она способствует сильным людям, которые не боятся трудностей, которым в лесу не нужен биотуалет. Вот. Вспомнилось мне, что-то лежал сегодня утром, вспомнилось мне, давние времена вспомнились, когда по телевизору начали показывать всякую мракобесие всякое. Ну, там Кашпировский был, ну, люди какие помоложе не помнят, а моего возраста и старше помнят. Алан Чумак, потом это Рабыня Изаура, сериалы начались. То есть такие робкие попытки одурачивания всего этого мракобесия. И как самая читающая нация в мире начала прикладывать жопы свои к экрану телевизора, как там пупки зарастали, как заряжали в воду. Все это я прекрасно помню. Ой, ну это такие были попытки робкие, еще не то, что потом. Самый был конец советской власти. И вот
они попытались там заняться вот этой вот телевизионной пропагандой всякого мракобесия с помощью Чумаков, Кашпировских. Помню, как заряжали воду, заряженные крема всякие были. Потом, много такого было, когда рекламировались по телевизору циркониевые браслеты. Или когда люди носили на руках там шерстяные нитки, медные браслеты. В общем, всякая чушь. И вот это самая читающая нация в мире. Что они там читали? Советский спорт. На самом деле, уже тогда было все ясно и понятно с этой нацией, читающей. И до чего это дошло, страшно и представить. В то время, конечно, это представить было невозможно. О, как ветер раздувает. Сейчас приготовлю позавтракать. Буду отдыхать, лежать на коврике. Осталось времени мало. 23-го я уезжаю. То есть, по сути, сегодня, завтра и послезавтра. И все. И поход закончен. Очень жалко. Хотелось бы подольше побыть. Подольше. Не хочется туда возвращаться. Там ничего нет хорошего. Там одни проблемы, неприятности, тяжелые какие-то заморочки. Все это... Ох, ну и ветер. Ну и ветрило. Жаль, микрофона у меня нет хорошего. Вот вчера я тоже размышлял, что мне не хватает. Вот, наверное, микрофона еще. Какого-нибудь рекордера хорошего. Есть там всякие хорошие с мохнатыми такими от ветра насадками. Роде, там еще какие. Австралийская вроде фирма Роде. Но тоже все это очень дорогое. Понятно, блогеры какие-то, которые зарабатывают там съемкой видео. У меня принципиально некоммерческое как бы все это. Я никогда не напишу там номер карты, там помогите на поход, как некоторые делают. На мой взгляд, это позорно и бесстыдно. Никогда я не буду попрошайничать. Это противоречит моим убеждениям. Я это делаю только для себя и с сугубо такой просветительской целью. Если кому-то интересно, люди посмотрят. Ну и хорошо. А пытаться на этом заработать, конечно, для этого надо и качество контента иметь высокое. Качественную съемочную аппаратуру, всю эту постановку, кадр, то все. Я этим не занимаюсь. Я показываю реальную жизнь. Вот как я, простой человек, приехал на озеро, жил тут 2 недели с лишним. Что происходило, как я ловил рыбу, как я пилил дрова, как жег костер, о чем думал. Вот. А все это постановки, желание понравиться там кому-то, какую-то слащавую создать картинку. Это не мое, это мне вообще не интересно. Я думаю, может быть, сам я когда-то в старости, когда буду немощным, больным человеком, возьму, открою YouTube, если это будет еще возможно, не будет какого-то там фаервола непробиваемого. И посмотрю, вот, был я, не молод, конечно, но еще и не стар. Ходил в поход, был, в общем-то, счастлив там. И, может быть, это будет мне как каким-то утешением и облегчением. А если какому-то другому человеку понравится то, что я снял, я буду только рад. А коммерция, в принципе, к коммерции отношусь критически, потому что есть такое, поговорка такая: не обманешь, не продашь. А я не хочу никого обманывать. Считаю, что это недостойно
Как сказал профессор Преображенский, постарайтесь дожить до старости с чистыми руками. Я считаю, что это единственная, ну, как бы достойная цель жизни. Как можно меньше оскверниться и наделать каких-то гадких и глупых поступков. Все равно мы все грешим. И я тоже. И еще как. Но как бы усугублять этот груз не хочется. Снова горит костер. Время 9:40 утра. Вот он будет гореть сегодня весь день, наверное, до часу ночи. Ветер сильный, раздувает его. Ну, попробую сейчас картошку пожарить. Ну и потом яйцо, чтобы не так было как бы скучно. С жареной картошкой, с лучком, с чесночком. Сейчас пускай погорит чуть-чуть, я как раз почищу картошку. Он прогорит, будут угли, и вот на них я и пожарю. А потом заложу вот это бревно и пойду в лес, еще отпилю бревно. Может, 2 бревна отпилю. Ну, как захочется. Тут дров полно. В общем, буду готовить себе завтрак. Чай заваривать. Ну, такими делами заниматься. Приятными, хорошими делами.
приправа шри-ланкийская, карри. Красный острый каенский перец. Пока не солю, пока жарится так. Вроде не пригорает, вот здесь только чуть-чуть. Ой-ой-ой, один картофанчик упал. Даже зеленый лук у меня есть чуть-чуть. Но это я добавлю в самом конце. Сейчас нарезать чесночок. Как итальянцы считается, чем мельче чеснок порезан, тем лучше. У меня очень острый нож, поэтому я теоретически могу его очень мелко порезать. Эх, итальянцы трюфеля едят, перегорский трюфель там у них в цене. Водят, собирают, в рестораны сдают по 2000 евро за килограмм. И картошка у них есть там какая-то особая. Вот живут люди. Феррари машины, Бугатти, мотоциклы, красавицы итальянские, такие всякие. Ой, чё там только нет. Это чеснок. Но чеснок я пока ничего не буду. Вкуснота. Ну вот, скоро яйцо добавлю туда. Чеснок, посолю. Ну, скоро уже можно будет солить. Вот соль. Вот таких объемов соли, вот это, по-моему, 3-й раз я дополняю. То есть вот за 2 недели 3 вот таких вот я съел сосудика. Наверное, много. Как там считается, соль, белая смерть, сахар, белая смерть. Там как икра, черная смерть, красная смерть. Колбаса какая-то коричневая смерть. Все смерть.
Перец очень острый. Ну, я взял с собой еще запас перца, еще пакетик. Потому что в прошлый раз у меня случилась авария, и половина вот такого резервуара перца рассыпалась. Для меня это, конечно, была большая катастрофа. Поэтому я запас взял. Но что-то как-то тоже его за весь поход вон использовал вот столько перца. Не так уж много. Черный, ну не знаю, черный стоит ли сюда добавлять. У меня только горошком есть. О, все, картошка, похоже, готова. Даже слишком. Так, теперь я ее слегка посолю. И яйца возьму. Так, добавлю чесночок. Чесночок. Утром кушай чесночок. Опа. О, и чайник закипает. Красота. Среди бегущих первых нет и отстающих. Ну и совсем как бы для украшения зеленый лучок. О, все. Комбинация. Можно еще сдобрить чуток перчиком. Вот. И еще немного посолить. Так. Так, что с чайником у нас? Там чайник кипит. Буду чай заваривать.
покрепче заварю. Ну вот, можно сказать, завтрак ты готов. Чай, картошка с яйцом. Ну а что еще надо простому-то человеку? Этого более чем достаточно. Трюфелей нам не надо. Хотелось бы, конечно, попробовать, но обойдемся и без них. Походил я тут вдоль берега, вот там, где сгоревший этот дом, и нашел интересные вещи. 2 чайника и вот такую кастрюлю. Явно вот этот эмалированный чайник и эмалированная кастрюля постарше, а это вот, ну, со свистком такой дешевый китайский чайник, наверное, более современный. Видимо, все это было среди имущества жильца вот этого сгоревшего дома. Сейчас я обжигаю их. Хочу обжечь на костре, потому что там внутри всякая гадость. Какие-то жуки там плодились. В общем, хочу обжечь и на печку поставлю. Будет набор посуды такой. Ветер, ветер. Не могу выплыть, проверить вершу. Спальник уже полностью все можно убирать. Он давно высох. Ну, он особо и не отсыревал у меня, кстати. Вот здесь опять я постирал одежду. Здесь постирал анорак, носки, кепку. Заряжается все плохо. Медленно, тягостно заряжается. Там еще нашел такую коробку, похожую на ящик от патронов. Ну, совсем-совсем ржавую. Может, еще со времен войны, кто знает. Патронов, к сожалению, не было. Ну, может, и к счастью. Ветер сильный, не могу никуда ехать. Вот думаю насчет вот этого бревна. Попробовать, что ли, его рассадить, распилить, подставить под него пень, например. Ну, сейчас попробую заняться. Интересная задачка. А вот этот, если бы вот этот кус притащить, ох, как бы он горел здорово. Моя пироманская натура была бы в полной мере удовлетворена. Но не знаю, хватит ли сил и возможности затащить его сюда. Ну а тут пень. Лежит, поддерживается огонь. Вот сгорело. Бревно одно осталось. Сегодня еще 1 или 2 напилю, посмотрим там. Там уже тоньше идут, потому что ближе к верхушке сосны. А так вообще, конечно, красиво. Яркое солнце и небольшие облака. На обед что готовить, пока не представил себе. Вот, может, получится съездить в Вершу, проверить, в зависимости от этого. Если будут лещи, то, естественно, лещей, как князь Игорь ел с гречкой. Если не будет лещей, ну, что тогда? Может быть, рис сварю. Не знаю. Горох я не замачивал. Горох не замачивал, поэтому про горох что думать? Пока есть не хочу. Наелся с утра картошки с яйцом, вкусно. О, что я расскажу. Через трубу, в общем, видел корабль. Сижу я тут, ем эту картошку.
И вдруг слышу, ту, там что-то гудение какое-то. А там, оказывается, корабль идет. Причем как впереди баржу толкает, такой буксир какой-то. В общем, впереди баржа, на ней стоит подъемный кран и какие-то домики такие модульные. И вот туда он уехал за поворот, вот туда вот налево. Куда-то вот туда вот он уехал. Я его рассматривал в трубу, все видно. И самого капитана видел, и даже, ну, как бы кусочки ржавчины там на стенах, рубки. Думаю, какие же японцы молодцы, сделали такую офигенскую трубу. И это причем модель, можно сказать, самая начальная для простых людей. А какие есть трубы Сваровски, Карл Цейс. Ох, для непростых-то людей. Но, поскольку я человек простой, мне это не светит. Хорошо, что хоть такая есть. Вон ландыши все растут, эти уже больше стали. Те совсем большие. Посмотреть, нет ли там цветов. Да, цветы, может быть, и застану, не знаю. Не уверен, конечно. Вот они. Эх, почувствовать бы этот запах. Запах цветов ландышей. Одно из самых больших удовольствий в жизни этот запах. Ну и вообще, как они прекрасны. Да. И вот палатка недалеко от ландышей. Я их стараюсь никак не повредить, когда бревна таскаю, чтобы не затоптать. Наслаждаюсь их красотой. Многие люди думают, что вот все должно быть как-то практично. Зачем там нам вот это? Какая с этого польза? Там идут в лес, чтобы только собирать там грибы или ягоды. Нет, это все фигня. Самая высшая польза, самое сильное наслаждение — это именно нечто нематериальное. То, что нельзя отнять. Можно отнять грибы, можно отнять ягоды, машины, квартиры, все что угодно можно отнять. Запросто. А вот воспоминания о запахе ландышей, воспоминания об облаках нельзя отнять. Только вместе с жизнью, да и то не факт. Поэтому надо копить то, что нельзя отнять. Ну, в принципе, 2000 лет кто-то сказал, не копите на земле, где вор подкапывает и моль ест, а копите богатство духовное. О! Кто это? Какая-то цапля. Цапли тут летают, много всяких птиц с шеями такими искривленными. Может, тонкошеи вожди вот эти всякие Молотовы и Кагановичи превратились в этих цапель и летают здесь, боятся, как бы их не подстрелили. А были когда-то большими господами, решали судьбы множества людей. Кто знает? Кто знает? Вон какое количество насекомых. Это наездники, хищные такие насекомые, которые откладывают личинки, откладывают гусениц. И вот их тут сколько. На палатку мою что-то они греться приходят. Вот сейчас проколю эти сосуды. Давненько они не стояли на огне. Многие годы. И после этого поставлю их там около печки. Вон там что-то передают про дела в Иране. К счастью, я не понимаю, что они говорят. Говорят там что-то, говорят. А я жду, когда музыка начнется.
نه فقط حقوقدانان مخالفشون، اینا اومدن به زبانهای مختلف توضیح دادن. Вот нашел странную гильзу. Она не пробитый капсуль. Причем интересно, у нее довольно маленький калибр, меньше, чем 7,62. И есть и рант, и проточка. Что это за гильза такая? Непонятно. Вот переписывал сейчас файлы медленно на флешку, они на эту закачиваются. Ну, кое-как закачал. Один с ошибкой, пришлось его стирать, 2 гигабайта перезаписывать. В общем, мука. Вот. И нашел на берегу коробку из-под патронов, такую ржавую. Видимо, все-таки тут бои были. Ну и по карте тут вроде есть воинское захоронение, братская могила. Но я ходил, искал, не нашел. Там где-то около деревни, но там непонятно, нету по дороге ничего. Может, просто и нету следов. Ну вот такая вот гильза. Что это, от чего это? Непонятно. Может, от винтовки Арисака, там был калибр 6,5. Но я не знаю, кто специалисты, может, подскажут. Вот тут около костра нашел. И до этого еще патрон Парабеллум нашел, от ТТ. Всякого тут добра хватает. И по лесу, когда шел, такое впечатление, что там воронки. Как бы, может, бомбили когда-то, может, еще что. Ну, тут явно была какая-то активность во время войны. Считается, кровотынь была на переднем крае обороны. Вот прокалил это все. Ветер все никак не утихает. Вроде как прекращается ненадолго, а потом опять. Никак за лещами за своими я не съезжу. Плохо все заряжается. Ну ладно, что делать. Времени осталось немного. Опять красивое небо. Почти 9 часов. Сейчас сплавал, поймал колючего разбойника, то есть окуня. На воблер, что интересно, для щуки. Накрылся мой поводок из флюорокарбона, сама защелка в нем разрушилась. Хорошо на берегу это произошло. Радио что-то не слушаю. Вот эти бревна выловил из воды. Они такие очень мокрые, еле горючие такие какие-то. Ну ничего, сейчас схожу еще такой отпилю. Ой, день сегодня тяжелый был. Ветер, весь день такой сильный ветер. Не мог я никак сплавать, проверить вершу. Под конец часов уже ближе к 8. Вроде как подутихло. Я поплыл. Только выплыл, приспичило в туалет. Я назад. Ой. Ну, в общем, потом обратно вернулся. И вот взял спиннинг. Значит, и половил немного. Ух ты, какая красота! Такое горит небо. Холодно будет, 6 градусов. Вроде как прогнозируется. Вот там лес красный виден. Вот там вот. Солнцем его подсвечивает. Вообще виды, конечно, тут впечатляющие. Очень красивые виды. Там у меня костерок. Вот с 8 утра как раз сжег, так он и горит. Горит. Эх, ну сколько же комаров. Просто сжирают они, эти комары, с дикой силой. А вот этот патрон, который я нашел, есть большая вероятность, что это от японской винтовки Арисака. Как он тут оказался на Селигере? Загадка. Ну вот, тут много чудес. Но самое как бы такое чудо неприятное, что жуткое количество комаров. Никогда я весной с таким количеством комаров тут не встречался. Странно это.
Вроде как они на тепло, а на самом деле холод. Все нарушилось в природе. Год такой, время такое. Ну, что делать? Зато суп сварил из капусты, поел. Хорошо, еще полкастрюли осталось, потом, может, поем. Эх, скоро уже закончится это все. Очень жалко. Очень жалко. Не хочется уезжать. Прям мучительно не хочется. Но ничего не поделаешь. Такая вот наша природа. Природа такая. Ладно. Каждому своя судьба. Вот такой вот закат. Прям фиолетовые облака. Небо какое-то желтое. В воде желтый свет отражается. Удивительно. Комаров. Прям на глазах меняются цвета. Да, наверное, пойду сейчас пилить. Так, вот общий вид такой. Вон они, комары, везде и всюду. А я туда выплывал, где камыши. Там их кошмар. Надо было в накомарнике, конечно, плыть. Но я что-то как протупил, не взял накомарник с собой туда. О, просто облепляли. Единственное спасение — отплыть от берега подальше. И там какие-то манипуляции делать со спиннингом. А вблизи камышей это просто нереально. Вот. Вот оно ради чего вообще стоит сюда ехать. Да куда бы то ни было ехать. Вот ради этого. Не ради грибов, не ради рыбы. А только ради этого. Потому что это самое-самое драгоценное. И тишина. Радио сегодня не слушал практически. А солнце где-то вот там вот заходит. Просто горит огнем небо там. Но отсюда плохо видно, за деревьями. А с воды, конечно, там виды просто бомбические. Эх. Ладно, пойду сейчас попилю. Космос. Почти 10 вечера. Солнце зашло. Достаточные красные лучи доходят до нас. И освещают вот такое удивительное небо. Да. Как же жалко, что камеры способны передать это все. У меня нет. Скорее всего, никогда не будет. Да, тут уже темно. А здесь вот так. Включил радио.
Там из Саудовской Аравии, что ли, трансляция, не знаю. Абсолютный штиль. Вот бы днем так было. И было так в первые дни. Было холодно тогда. Да сейчас тоже, в принципе, не тепло, резко холодает. По прогнозу ночью 6. Ну, это нормально. Когда я приехал, было -2. Эх, великая красота. Я все сделал, что было необходимо. Отпилил бревно, притащил. Костер горит. Есть я не хочу. Чай сейчас попью с конфетками. Здорово. Вот чуть-чуть переменил точку наблюдения. Ух, там, конечно, небо. Просто экстаз. А скоро звезды включат. Такое огромное облако висит темное. И морковного цвета небо на горизонте. Где-то за лесом. Вчера видел летучих мышей ночью. Комары все куда-то скрылись. Наверное, чувствую, что сейчас будет дубняк. Да нет, он есть один. Поют соловьи. Небо, конечно, потрясающее. Да. Как же не хочется уезжать, как же не хочется. Горит костер. Это разгорелось бревно, которое мокрое я выловил из воды. А вот это, которое ближе, это то, что я принес сегодня. Отпилил там от сосны. Та вот подальше. Ну, сейчас, конечно, очень плохо видно. К сожалению, в темноте это устройство снимает не лучшим образом. Очень шумно. Ну, что делать? Для простых людей так полагается. Радио там. И соловьи. Сочетание такое мощное. Тут тепло, хорошо, около костра. Практически нет комаров. Дым их отгоняет. Причем сейчас он поднимается вверх. Прям в лицо не идет, а идет только тепло. Приятное такое тепло. Инфракрасным излучением. Не горячий вот этот воздух дымный, а просто тепло такое лучевое. Долго будет гореть. Скорее всего, даже, может, то бревно я и не положу в огонь. Окуня поймал сегодня. Все-таки порадовал меня селигер этой рыбой. Но я его отпустил. Потому что я как подумал, если я поймаю еще что-нибудь, скажем, там щуку или еще одного окуня, то тогда я бы его взял и сварил. Хотя у меня еще полкастрюли супа капустного, щей. Но больше ничего я не поймал. А в вершу набилось много маленьких лещей, совсем маленьких. Тоже я их всех выбросил в воду. Зачем они мне нужны? Ну, были мысли, может, как поставить как на живца. Потом я думаю, где я там буду крепить это все.
Да и у меня вон капуста есть. Если большой хороший лещ, то да, я не против. А мелочь это всякая, пусть растут. Ну вот, заканчивается день 20 мая 2023 года. Интересный день. Начался он с того, что я приготовил жареную картошку с яйцом. Заварил чай и начал свою обычную деятельность. Набирал воду, потом готовил суп из капусты, щи. И вот случилась у меня неприятность. Пока я чистил картошку, порезал палец ножом. Очень острый нож. Точу его тут. И вот как-то вот там чистил, и случайно вот палец чуть-чуть порезал. Так что с острыми ножами надо обращаться аккуратно. Но это не страшно. Я все пальцы порезал, только не возвращаться бы обратно в Москву. Уже скоро заканчивается поход. Сегодня 20-го, а 23-го мне уезжать. Эх. Печально, печально. Прям чувствую недостаточно. Еще бы вот столько же. Вот тогда было бы, да. Тогда было бы самое оно. Но, к сожалению, обстоятельства таковы, что надо уезжать. Весь день был ветер. Сильный ветер был. Очень чуть не с ног сбивало. С деревьев падали шишки, веточки всякие. Но зато не было практически комаров. А комаров сейчас жуткое количество. Когда ветер немного утих, часов 8 вечера, я отправился проверять свою снасть, вершу. Туда набилось много мелких лещей. Видимо, здесь вот это вот место, оно очень богато на леща. Когда-нибудь, если повезет и я приеду сюда снова, я подготовлю либо донку, либо какие-то еще другие снасти именно на леща. Может, тут и другие рыбы есть. Вот, кстати, сегодня, после того, как я сплавал, проверил вершу, я вернулся обратно на берег, ну, потому что нужда тяжелая возникла. Я вот заметил, есть какая-то связь между капустным этим супом и, ну, определенным таким вот явлением, когда слабит. Плюс еще я компот пью с чернослива, так что все это могло вместе наложиться. Так или иначе, мне пришлось вернуться на берег ненадолго. Вернулся, ну и правильно сделал. Я решил поменять на спиннинге приманку, стал насаживать, и защелка на поводке сломалась. А поводок был очень хороший, кстати, флюорокарбоновый поводок, на который я поймал много щук, и в том году поймал. Ну, что делать? Всем он хорош, но он достаточно длинный, поэтому иногда при забросе приманка путается, крючками за сам поводок зацепляется. В общем, поставил я коротенький никель-титановый поводок с уже хорошей защелкой, прицепил туда воблер, ну, и поплыл. Возле камышей дикое, просто немеренное количество комаров. Я не взял с собой накомарник, и просто там вот так вот. То есть половить мне толком не удалось. Ну, несколько раз закинул спинкой. Что бы вы думали? Поймал окуня на воблер. Ну, я такой
воодушевился. Думаю, о, сейчас окунь, поставил вертушку и давай кидать. Все, как отрезало. Вот одного окуня. Ну, тогда я подумал, как, ну что мне один окунь? Он, понятно, был бы огромный какой-то на килограмм окунь. Нет, это окунь грамм, ну, не знаю, 200, может меньше. И, в общем, покидав еще какое-то время спиннинг, я вернулся обратно на берег и перед этим окуня освободил. Выпустил его в воду. Вот, приехал сюда. Ну и думаю, что же делать? Пошел в лес. Туда недалеко. Отпилил еще бревно. И вот развел такой хороший костер. Там лежит несколько бревен, которые я выловил из воды. Такие мокрые сосновые бревна. Плюс 2 сухих сосновых бревна. Еще, может, там что-то. Ну, в общем, такой мощный костер. Каждое бревно 1,5 метра длиной. Ну и сантиметров 25 толщиной такие. Все это благодаря пилам. У меня уже технология отработанная рычагом, как бы сделанным из дерева, соответственно. Подпираю бревно немножко, оно приподнимается, я подсовываю туда пилу-силки, делаю надрез на несколько сантиметров по нижней части, потом сверху ставлю лучковую пилу, намечаю. В принципе, если ее определенным образом управлять ей, можно ей достаточно ровно пилить. Вот, и стараюсь попасть прямо в пропил, сделанный снизу. И бревно, кусок ствола отрезается. Все это занимает, максимум 5 минут там, и не особо трудоемко физически. Вот, таким образом я отрезал кусок сосны вот той, уже больше половины, наверное, сжег. Вот, приволок сюда. А сегодня днем я видел корабль. Он вез баржу, толкал впереди себя. А на этой барже был подъемный кран, такая машина с краном, и какие-то домики. Может быть, это, я не знаю, для какой-то турбазы или для чего-то. Вот. Утром он проехал в ту сторону, и вечером он проехал обратно. Только с одним краном, но уже без домиков. Я смотрел в трубу и видел, как там по барже по этой шел человек, перешел с баржи на буксир и зашел внутрь рубки. Труба просто поразительного качества. А до туда больше километра до этого корабля было. Наверное, под 2. Все-таки как я доволен, что у меня есть такая труба. Потому что она настолько расширяет зрительное восприятие. Что бы я там увидел в 2 километрах отсюда? Корабль. Какие детали я бы, конечно, не узнал. Что там человек, он ходит там. Как все это выглядит, сам вид. Нет, подзорную трубу надо иметь. Это большой плюс. Конечно, мечтаю о более качественной, но понимаю, что, скорее всего, если, конечно, чудо какого-то не случится, вряд ли у меня будет. Вот. Много думал о камере. Все-таки вечерами тут потрясающая красота. Такие оттенки, не передать словами. Небо отражается в озере. На горизонте такой желтовато-розоватый свет зашедшего уже солнца. Все это исключительно нежные такие переливы. И тем, что у меня есть, не передать. Не передать никогда. Это нужно хорошую камеру с высокой чувствительностью матрицы, с большой матрицей, с хорошим объективом, светосильным. К сожалению, это все очень дорого. Сейчас такое время, когда не до подобного рода покупок. Но хотя бы глазами посмотрел. И сейчас я лежу здесь на этом коврике. А мне, кстати, нравится так лежать. Я ем, например, лежа частенько. Поставлю сюда миску. Раз. Римляне, они не зря так ели.
Это достаточно удобно. Ну и главное, что ничего уже никуда не упадет. Уже все стоит на земле. Вот, лежу на коврике, смотрю на Кровотынский плес. Тишина. Никаких дискотек. Ничего, никакого шума. Только иногда пение соловьев, звук лягушек, кваканье. Вчера видел летучих мышей. В общем, интересно тут, хорошо. И вот там вот, похоже, бобры. Они вот тоже издают какие-то звуки своеобразные. Типа такого тявканья тихого. Но я не уверен, может, это какие-то другие животные. Пару дней назад вот там вот как раз в такое время уже стемнело, явно ходил кто-то крупный. Возможно, лось, я не знаю. Ну так, я немножко испугался слегка. Думаю, а что будет делать, если сюда придет? Ну, потом подумал, во-первых, радио работает, во-вторых, костер. Вряд ли никто не придет сюда. Ну, а с другой стороны, если кто-то ужасный придет, то судьба такая. Еще интересный момент. Нашел я сегодня гильзу здесь. И причем эта гильза, судя по всему, от японской винтовки Арисака. Как она тут очутилась? Что она тут делает? Почему она на Селигере оказалась? Все-таки загадочные вещи иной раз происходят. Ну, Арисака — это еще с начала века в Японии были такие винтовки калибра 6,5 мм. Под эти патроны российский изобретатель Федоров пытался сделать автомат, прообраз как бы штурмовой винтовки, потому что патроны эти не очень мощные, и это позволяет делать автоматику на основе отвода газов или еще какую-то, потому что автоматизировать оружие под винтовочный патрон сложно. Пулеметы, конечно, есть, все, но вот такое вот ручное, оно все-таки сила слишком огромная в этих патронах винтовочных. Вот. Так или иначе, но здесь нашлась вот эта гильза от патрона Арисака. Причем не пробитый капсюль, но пули не было, только вот сама гильза. А до этого я нашел здесь патрон Парабеллум и гильзу от ТТ. Но здесь явно были бои во время войны, потому что у меня вот есть карта в Garmin навигаторе, и там показано, что вот здесь вот совсем недалеко находится братская могила, захоронение. Я ходил, искал, не нашел. Никаких отметок нет. Может быть, она где-то вот совсем близко. Это тоже так немножко тревожит. В таких местах, где похоронено много убитых людей, бывают порой всякие, ну, такие не очень хорошие вещи. Ну, будем надеяться, что ничего такого не случится. Ну, вот завтра будет 21 число. В зависимости, я подумаю, возможно, что я придется уехать отсюда, потому что за один день я вряд ли доберусь до той точки, откуда можно уехать на такси. Переплывать Кровотынский плес на своей лодке, но это очень рискованно, я вряд ли на это пойду. Это более 4 километров плес до деревни Кровотынь, вот туда вот. Это очень опасно, потому что сейчас такая погода, в любой момент может начаться сильный ветер. И тогда на этом плесе там такая будет волна. А сегодня я видел эти волны. Мой путь может лежать только вдоль берега, чтобы, если что, скрыться в камышах и, в общем, как-то там спасаться. На 4-километровый плес на лодке выходить на моей
небезопасно. Конечно, если вот сейчас, вот ночью, допустим, полный штиль, можно. За час я бы доплыл, там, за полтора, допустим, до Кровотыни. Но это в крайнем случае. Не хотелось бы на такие идти рискованные мероприятия. Посмотрим. Завтра будет день, будет и решение. Сейчас начинают зажигаться звезды. Видел, какой-то объект пролетел, ну, скорее всего, спутник. В этом году как-то не очень на НЛО мне везет. Ну, может, оно и к лучшему. Заряжается все что-то плохо. Павербанк, вот как обычно, под конец похода он начинает барахлить. Вроде 99%, но эти 99% совсем не те, что в начале. То есть я вот заряжаю телефон, и он был 99 павербанк. Телефон, скажем, там от 25 заряжается до 100, павербанк падает с 99 до 20. Хотя в начале телефон, ну, таким же образом заряжался, и павербанк падал с 99, скажем, до 70. Там. Ну, разница приличная. То есть, может было раза два, а то и три зарядить телефон от него. Что с ним такое происходит? Но это я уже заметил. Раньше я грешил на аккумуляторы, потому что там стояли в нем раньше плохие. Какие-то не пойми какие аккумуляторы. Потом я заказал Panasonic оригинал. Заменил. Все вроде было прекрасно. И вот он опять барахлит. А заряжать я сегодня начал. Все, чуть ли не с 5 утра. В 5 утра мне приспичило выйти из палатки. Ну, по малой нужде. Вышел я, все сделал, думаю, а солнце-то в 4 с чем-то встает. Думаю, ну что оно будет это самое, просто так. Вынес батареи, положил и ушел дальше в палатку спать. Ну, все слабо зарядилось. Потому что все-таки слишком косые лучи. Может, в этом дело, не знаю. Рано утром и вечером зарядка идет плохо. Потому что лучи косые, большой путь через атмосферу, видимо, именно вот тактичные лучи, которые способны вот этот вот эффект в полупроводнике ЭДС генерировать, они не проходят. Когда в зените солнце, да, заряжается быстро. Также через стекло, скажем, солнечные батареи плохо очень работают. То есть, видимо, ультрафиолет. Ну или какие-то коротковолновые лучи. Да, конечно, вопрос электричества, он такой. Ну, в принципе, хватает. У меня вот радио работает, у меня телефон, фонарь. Вот это самые основные потребители. На это мне 2 солнечные батареи, одна на 3, другая на 4 панели. В принципе, достаточно. Но когда солнечный день, вот завтра прогнозируется дождь, и я даже не знаю, как быть. Ну, посмотрим, может, с утра успею подзарядить. Ладно, попью сейчас чай, посижу у костерка, подумаю, погреюсь. Потом спать пойду. Sen göklerde dalgalan, çıksın benim avazım, bol beyazım beyazım, türküm elimde sazım. Sen göklerde dalgalan,